Притча про муравья. Жил-был на свете трудолюбивый и жизнерадостный муравей. Каждый день с позаранку он приходил на работу, где много и продуктивно трудился. Муравей всегда был в хорошем настроении. Улыбка почти никогда не сходила с его лица. Он был весел и много шутил. Деятельность фирмы благодаря муравью тоже была успешной. Но однажды Шмель, генеральный директор той самой фирмы, где работал муравей, вдруг решил, что муравей не может и не должен работать сам по себе. Поэтому была придумана должность надсмотрщика. На эту новую должность Шмель взял навозного жука. Главной каждодневной заботой жука-навозника стала правильная организация работы муравья. А для этого заставил он муравья делать ежедневные, многостраничные отчеты о проделанной работе. Но теперь компании понадобилась должность секретаря, так как отчеты муравья теперь надо было регистрировать и систематизировать, прежде чем давать на чтение навозному жуку. И тогда наняли паучиху, которая классифицировала документы, а между делом отвечала на телефонные звонки. А между тем счастливый и работящий муравей все продолжал работать, не покладая рук. Шмель был крайне доволен отчетами навозного жука, а потому запросил дополнительные отчеты, а также прогнозы работы муравья и расчеты различных показателей по ней. И теперь возникла необходимость нанять для навозного жука ассистента, и на эту должность был приглашен таракан. А еще понадобилось закупить кое-какую оргтехнику, что и было без промедления сделано. Вскоре трудолюбивый и жизнерадостный муравей начал вдруг жаловаться на все увеличивающееся количество отчетов и всевозможные разборы полетов. Ему стало становиться все менее и менее веселей, и улыбка совсем пропала с его лица. Тогда Шмель, генеральный директор, осознал, что надо срочно принимать кардинальные меры. И рабочее место муравья было преобразовано в целый департамент. А раз департамент, значит положенный начальник. На эту должность был назначен кузнечик. Он оборудовал для себя современный кабинет и обставил его мебелью и необходимой ему офисной техникой. Но муравей уже не был так счастлив, как раньше. Он стал крайне раздражительным и необщительным. Однажды Шмель, посмотрев очередные отчеты, понял, что департамент, где работал муравей, перестал быть рентабельным, каким был в прежние времена. Хорошенько подумав и все взвесив, Шмель пригласил в качестве консультанта сову и поручил ей провести диагностику работы департамента. После 3 месяцев анализа сова выдала заключение, что в департаменте слишком много лишнего персонала. Следуя совету специалиста, Шмель издал приказ о сокращении численности. И первым в списке оказался муравей, так как только он один был постоянно чем-то недоволен.